За мной гонятся какие-то гопники. Они меня сейчас догонят и прибьют. Ну вот, свет в конце тут. Зачем я сюда пришел? Настоящий фильм ужасов. А как же мне отсюда выбраться? Всем привет, меня зовут Дэн, и я нахожусь рядом со старым ангаром. Это район Таллина, эстонской столицы, где я сейчас нахожусь. Представляет из себя такую зеленую зону, в которой скрыто много таких мест, в советское время были секретными местами. Здесь, именно в этих местах, стоят и потаенные сокровища, как вот этот вот старый заброшенный ангар. В карте он значится как город-призрак. Посмотрите, какой ангар. Конечно, он не имел какого-то сверхважного назначения. Интересно увидеть руины такого сооружения. История этого места началась еще в 1913 году, когда Российская империя начала строительство здесь масштабного комплекса подземных складов для хранения мин и торпед Балтийского флота. Однако Первая мировая война, а затем революция 1917 года остановили работы, и гигантские тоннели так и не были достроены. После Второй мировой войны территория вновь стала военной. Здесь разместились советские склады и вспомогательные сооружения, многие из которых просуществовали вплоть до распада Советского Союза. Сегодня вокруг вырос современный жилой район, но среди леса до сих пор сохранились тоннели и руины, напоминающие о военном прошлом этого места. Именно их мы сегодня и отправимся исследовать. Так, а это что еще за здание? Интересно, что оно сделано из известняка, порода, которая здесь в Эстонии добывается. Куча граффити. Деревья проросли прямо внутри сооружения. Там, видимо, какой-то туалет. Да, интересно. Прошло примерно 35 лет с того момента, как все это забросили и распался Советский Союз. И кажется, что еще 35 лет, и природа полностью поглотит это здание. Выходим отсюда и посмотрите, какая здесь природа. Очень красиво. Правда, ветер как будто предвещает какую-то опасность. Смотрите, болото напоминает мертвые топи. Ну что же, идем. Пустынная дорога. Смотрите, среди леса и деревьев руины советского склада послевоенного. Идемте посмотрим. Хорошо, что сейчас день. Представьте, как здесь вечером или в темноте. Под ногами хрустят стекла. Мухи, летают комары. Так, это какая-то бетонная штука лежит на земле. Удобно, чтобы сидеть и распивать пиво. Когда-то здесь были солдаты, люди. Понятно, что посторонние люди здесь, конечно, не были, но солдаты здесь бывали частенько, и эти постройки использовались по какому-то назначению. А сейчас куча мусоров и комаров. Еще одно болото, вода просто застывшая в нем. Никакого течения. Ладно, идем дальше. Вот еще одна такая же постройка. Их здесь штук 8 или 9 таких одинаковых стоят с разной
отдаленностью друг от друга. Вот. Ну, здесь примерно то же самое, что и там. Тоже деревья. Интересно, да, что проторенная тропинка уже здесь есть, которая в основном ходит. Но, правда, ходит не так уж много людей, судя по всему. Я, например, вообще пока сюда шел, ни одного человека не встретил. Только в районе ангара какие-то мальчишки тусовались. Вот здесь что-то горело когда-то. Так. Хорошо, идем дальше. Кажется, впереди какой-то свет. Посмотрите, в какое красивое место я вышел. Огромная территория. Какой-то курган вдалеке. Вот еще какие-то останки былой цивилизации. Останки забора. Рядом лес. Так, смотрите, а это что такое? Какой-то холм, но интересно, на нем какая-то конструкция непонятная. Угу. Отверстие. Смотрите, там внизу помещение. И еще рядом такое же. Как вы думаете, хватит у меня ума туда залезть? Камера у меня на голове прикреплена. Не буду дальше спускаться, просто посмотрим, что здесь. Хорошее место для подземной тюрьмы. Бросил туда человека и закрыл его там. Так, а это рядом какой-то лес. И смотрите, обрыв. Обрыв. Давайте посмотрим, какая здесь высота. Ого. Какие-то ребята костер жгут. Ой, их там 4. Смотрите. Примерно 6 или 7 этажей. Ну вот я спустился. Конечно, тут интересно. Вот такие постройки. И вот мы подошли к какому-то входу. Я пришел к самому главному такому входу, так называемая галерея. И, увы и ах, предсказуемо, но она оказалась закрыта. Вот, но мы все равно заглянем через решетки, хотя бы увидим то, что вот можно увидеть. Ага, тут такой заворот. Думаю, что кто-то специально сделал так, что проводит здесь экскурсии. И человек может открыть дверь, привести сюда с группой людей, открыть дверь и за денежку, которую заранее заплатили эти люди, провести их этими туннелями. О, вот еще один склад. Или какая-то постройка. Ну, разумеется, тоже послевоенная, после Второй мировой войны, уже советские власти ее поставили. Так, ну здесь помещение. О признанию любви Лауре некой. Нет более прекрасного места для признания в любви. Посмотрите, еще одно озеро. Так, ну, если честно, трудно понять точное назначение этого места. Может быть, кто-то напишет в комментариях, что это было. Конечно, возможно, по старым каким-то схемам, чертежам где-то можно найти и узнать, что это. О, смотрите, какие прикольные граффити. Такое вот озеро. О, а здесь, по-моему, открыто. Ну, пойдемте. Смотрите, здесь на входе Скрудж Макдак нарисован. Хорошо. Так. И запах специфический.
Я прошу прощения, что у меня такой слабый фонарик. Я обязательно в следующий раз подготовлюсь. Если он, конечно, будет этот следующий раз. Смотрите, тут какие-то плиты. Судя по всему, людей здесь побывало очень много. Ненавижу. Что ненавижу? Грибы, наверное. Интересно, для чего этот ангар построен? Ой, жалко, что вам не видно всего здесь. Предполагалось, что вот по этой дорожке, что я сейчас иду по центру, будет проходить такая узкоколейная железная дорога, и по ней будет ездить вагонетка, и по которой будут как раз торпеды и прочие конструкции перевозиться из склада наружу, ну или внутрь. А еще здесь жутко холодно, кстати. Если здесь заночевать, то можно замерзнуть. Это вот то, откуда я пришел. Жалко, что плохо видно все. Но это интересно. Без фонаря здесь вообще делать нечего. Даже у меня пар изо рта идет. Опа. Смотрите, отверстие. Да, надо быть аккуратней. Интересно, такая иллюзия, что конец уже вот впереди, а конца не видно. Вот еще надписи. Вот опять чувство, что в конце стена впереди. А есть эта стена или нет, непонятно. Ага, тут заворот, эта стена действительно есть. И вот эти отверстия в земле, смотрите. Благо они завалены камнями. Такой мрачный туннель. Мрачный туннель, ведущий, как мне кажется, ой-ой-ой, ведущий, как мне кажется, к центру Таллина. Ну вот, дальше я, пожалуй, не пойду. Пойду обратно. Если у меня сейчас погаснут все фонари, то я дороги вообще не найду. Я больше всего жалею, что вам плохо видно, что здесь находится. Ну, на самом деле, на сегодня это самое страшное место, где я был. Какую важную роль играют здесь фонари, если честно. Потому что они внушают доверие, так скажем. Смотрите, какие картины здесь позитивные. Ого. Ого, какое. Ого, какое чудо-юдо. Так, сатанисты какие-то. Хотя на самом деле просто дети. Игрались. Да, просто играются дети. Ну, по крайней мере, так мы себе будем внушать. Бутылка. Кто-то пил пепси-колу. Так. Какой-то звук был, но это просто камешек где-то хрустнул. Вы не поверите, вот то, что вы видите, тьма. Такая тьма и... Ой, чудом я не наступил в очередную дырку. Отверстие, перешагнем-ка его. Оп! Вот эти могилообразные плиты. Кстати, пар идет. То ли изо рта у меня, то ли в принципе здесь какой-то пары бушуют. О, я уже вижу выход. Это хорошо. Вот, смотрите. Их надо мощные фонари сюда брать с собой. В такие места. Вывод какой я делаю из этой поездки. Ну, если, конечно, я выберусь отсюда живым. Ну, судя по всему, выберусь, потому что я уже у выхода. Знаете, у меня какая мысль? Было бы здорово здесь провести какой-то рок-концерт. Представьте, в этих сооружениях. Кстати, Джон Бон Джови, по-моему, снимал клип на песню «It's My Life» в каком-то подобном туннеле. Пар, видите? Это не у меня изо рта пар.
Я еще не успел настолько замерзнуть. Или, так скажем, это пар здесь. Смотрите, какие пруты. Представьте, здесь когда-то ходили люди, военные. Горел свет, писались какие-то документы, выполнялись задания. Ой, потолки высокие, аркообразные. Очень напоминает Соммерлину местами в Хельсинки. Надеюсь, вы знаете, что такое Соммерлина. Ну вот, свет в конце тут. Здравствуйте. А как же мне отсюда выбраться? Я вижу свободу, но не могу туда попасть. Ах да, слушайте, в этих местах теряется чувство времени, чувство реальности и многие другие чувства, и адекватность в том числе. Что-то капает иногда, и создают звуки, что кто-то сюда зашел. Но нет. Ну вот, надеюсь, этот свет меня встретит не решеткой. Все-таки я здесь заходил. Фух, ну вот мы на свободе. Ну как вам? Ой, я вот вышел из этой пещеры, назовем ее. Ой, это, кстати, костер, который дети жгли недавно здесь. Вот такая вот пещера. Честно сказать, даже голова немного кружится от воздуха уличного. Это ужасно, кто в таких местах проводил так много времени. К счастью, я покинул это место, но надеюсь, что вам оно понравилось. Так что я не зря пришел сюда. Какая-то дверь решетчатая. Ага, это вот то место, где я чуть было где я хотел выйти и чуть было не заблудился. Так, а это что? Вот еще какое-то сооружение, здание. Ну, конечно, не такое страшное, потому что в нем есть окна. Тут какие-то надписи на эстонском языке. Это надо переводчик, чтобы все переводить, но надписи современные. Они к историчности этого места не имеют никакого отношения. Ну, после туннеля, где я сейчас был, здесь уже совсем не страшно. Крюки какие-то. Так вот, мрачноватое помещение. Куча мусора. Так, это потолок. Все обшарпано, исписано. И все же один из интересных моментов такого места, что совсем рядышком, вот полчаса ехать на автобусе, на машине, минут 15, и ты находишься в современном городе. Ну, там есть старый город, старый Таллин. Небоскребы, которые рядом, которые были в 2000-е построены. И это все рядышком. В принципе, здесь цивилизация недалеко, 10 минут до автобусной остановки. Там мамаши с колясками, бабушки с собачками гуляют. И вот такое рядышком. Но я думаю, что мамаши и бабушки сюда не ходят. Вот доска информации местная. Какое-то отверстие. Какая-то железяка очередная. Кажется, там валяется какой-то труп в мешке. Смотрите, как красиво. Ну а там туннель, где я сейчас был. Смотрите, вот еще один вход. Огромный вход. Какое-то страшное помещение. Я еще не успел подойти, а холод уже идет оттуда. Честно, правда. Прямо холодом дует. Обалдеть. 10 метров назад уже тепло, а здесь прямо как в холодильнике. Как в морге. Вот это да. Что же там? Ага. Смотрите. Сюда не пройти, здесь вода. Здесь затопленный туннель.
водой. И чтобы здесь пройти, нужны резиновые сапоги или что-то еще. Ну, причем такие сапоги, что не жалко. С этих сталактитов падает вода и капает постоянно. И дымка стоит впереди. Представьте, как здесь вечером страшно. Конечно, здесь свиньи понамусорили. И удивительно, что этот тоннель так и не был использован по назначению. Представьте, сколько сил, средств и времени было потрачено на то, чтобы все это сконструировать. И в итоге ход истории все это остановил. Для чего? Вопрос, для чего это строилось? Такие монументальные стены. Все вот это. По-моему, там уже ничего не видно. Там какая-то дымка стоит, туман. Пары. Возможно, ядовитые. Чувствуете атмосферу места? Ну и тоже куча мусора, конечно, здесь рядом. Настоящий фильм ужасов. Ну, на этом наша прогулка заканчивается. И приятно, что вы посмотрели это видео. И я вам хочу сказать до новой встречи. Пока.